Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Павел Бардашкевич. Я представляю команду Mephisto Racing Team на марафоне всеавстралийском, как он называется, Riverland Paddling марафоне. Хорошо. Как вы думаете, как сегодня пройдет ваш день? Я думаю, он сегодня пройдет в тяжелой работе, чему я несказанно рад. Будет прекрасная мутная река. Сейчас у нас штиль, отличные погодные условия. Течение 1-2 метра в секунду. Это прекрасно. Я чувствую себя очень воодушевленным и прекрасно. Хорошо. Давайте проверим, что у вас с собой. Жилет. У нас с собой лодка, в лодке весло, видеокамера, номер, морковка, сиденье, строп, педали, вода, куча еды. И что-то говорят, а меня приглашают на воду. Все, поехали. Yes. 230. 230. Вода мокрая. All systems working, John? Yep, all good. Good. Good luck, mate. Oh, thank you. I'll do my best. Paddlers, 5 minutes to start. On correction, 4 minutes to start. Все хорошо? Yeah, I'm just going to loosen off the foot strap, the friction. Ну вот я переставил, должно быть теперь удобно. Все, счастливого пути. Встретимся через 12 километров. I'm just starting the hooter, it won't matter, will it, still? Километров. Меня обгоняет двушка. Ну что, подходим к концу первого этапа, первого дня. Пройдено больше 11 километров. Средний темп 5:50, что в общем-то медленно, с учетом того, что еще течение вроде какое-то есть, говорят. Значит, из нашей волны меня обогнала Outrigger шестерка. Вон они там впереди маячит. И еще двуха, которые не знаю. Вот, впереди виден шлюз с плотинкой шлюз. Не, наврал, это 5,5 минут. Ну ладно, это терпимо еще. Не очень понятно, где засечка времени. Надо грести до последнего, пока в берег не упрешься. You like to go out of control, actually, what's the story?
плывется? Плывется ничего, медленновато. Ну что получилось? 5:30 темп. Ну вот так, в зависимости от течения. Если течение как в прошлом году, то нормально, а если быстрее, то медленно. Seven minutes. Нос! Счастливо! Начинаем второй этап. Будем. At the last boat, safety boat 4, if you come in clean, safety boat 4. Hey guys, how you doing? Конечно, сказал по-японски. Так, ну что у нас перед нами шестерка аутриггер, двойка аутриггер и каяки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 получается.
насколько я помню, с прошлого раза это место было характерно тем, что вот здесь левый поворот. И вот то, где я сейчас гребу, было очень-очень мелкое. Вплоть до того, что ручной руль здесь цеплялся. И весло тоже. Но сейчас вода высокая в речке. Поэтому здесь стало глубже. Видимо, за счет этого моя траектория оказалась выгоднее, чем траектория вон тех вот ребят впереди меня. Там, по-моему, 5 лодок идет. В том числе шестерка Outrigger, ну и какие-то каяки. Так, что у нас тут сейчас? Левый поворот. Сейчас будет правый на 90, потом разворот на север ровно. И там даже, наверное, будет попутный ветер. Хотя ветра нет, в общем-то. Вот флажок мой обвис. Заканчивается 13-й километр этого этапа. Или, другими словами, 25-й километр сегодняшнего дня. А это значит, что мы подходим к трети пути. По дистанции особенно изменений нет. То есть передо мной сейчас, как и прежде, порядка 10 лодок. Ближайший ко мне, как и раньше, Outrigger, шестерка, и Эпик, который сидит у него на волне. Ну а я позади них метрах 100 с небольшим, может быть. И перед нами несколько групп еще лодок. Я думаю, что предел где-то километра. Все растянулись. Сидят группками, а я один. Вот этот отрезок реки практически строго на юг смотрит. И ветер встречный. Сейчас трасса вся еще движется на юг. И до чекпоинта примерно все так и будет, и ветер будет встречный. Потом несколько километров на запад и снова будем возвращаться на север. Практически как в Петровском марафоне. Только поворотов много. Ну, вот, только что я сказал, что вроде никого рядом нет. Как в начале 15-го километра поравнялся со мной вот такой вот дедушка, по-моему, дедушка, с оранжевым шафтом весла, оранжевые кепочки, которые дают за какие-то заслуги на этом марафоне. Ну, дедушку я обогнал, сейчас у нас 15,5 километров этапа. 30 километров гонки пройдено, что-то впереди, а Outrigger стал поперек речки. Интересно, что это такое. Я, конечно, сейчас имею шанс его обогнать, но у меня есть такое подозрение, что на чекпоинте они останавливаться не будут. 33 километра. Ну, Outrigger я пытаюсь вот догнать. Помаленечку, мне это вроде как удается. Но судя по тому, что у меня вода в лодке не уходит, собственная скорость где-то в районе, наверное, 9,5. Турбулентность прям. Вот с такими чудесными пейзажами стремительно пересекаем экватор. Раздул ветерок южный, скорость резко упала,
Но впереди надежда на то, что будет смена направления, и этот ветерок станет попутным. Ну что, 37,5 километров. Меньше 2 осталось до чекпоинта. Ветер встречный. Средний темп упал до 5,42. Уже осталось недалеко, почти что прямая, можно сказать. Где-то 1,5 километрика. Ну вот он, долгожданный чекпоинт. Видишь, где они? Так, давай пластырь. И надо немножко мне шею и спину размять. Забилась. Не знаю, куртку насадить. Такой ветер сейчас раздул. Против ветра километров 5 шел. Было, конечно, так себе. Ух ты, ну холодный, весь мокрый. Ну а ты думала, если тебя мочат и обдувают. Паша, привет. Как дела? Пока уже? Конечно. Ну давай. Увидимся через 22 километра. Что значит надеюсь? Мне часы сказали, что я слишком долго сижу. Ну так ты греби быстрей. My watch said, you've been sitting too long. You should stand up. Okay, next time. Next time, see you paddling past, standing up. О, Паш, это большая колбаса поплыла. Окей. Окей, see ya. Ну вот это ребята стартовали сейчас на 100 километров. То есть им сегодня 30-ку надо примерно пройти. Ну вот такие вот дела. Сейчас у нас идет вот 48 километров, собственно, случилось. Перед предыдущим вот этим чекпоинтом ветер был. И так усиливался. Очень много сил отнял, конечно. Вот. Вот так. Ну и что, я там остановился. Немножко мозольки заклеил на руке. Ну, поехал дальше. Курточку вот надел, потому что дубак уже был. Ветер обдувает. Ну вот. Курточки, конечно, теплее. Но вот сейчас вообще солнце вылезло. Скорость упала. В районе 7 минут уже. В общем, потихоньку палку макаю. Уже спина болит, плечи болят, шея болит, все болит. Грести еще. Ну да, скоро вот 2 треки случится. 50 километров будет 2. Вот так вот. И живем. Вот.
Пройдено 60 километров. У нас опять в морду винт. Холодный. Солнце то вылезает, то обратно прячется. Я уже эту куртку хотел и снимать, и заново надевать. Ну вот так грибу. Вот. Ну, посмотрим. А ну, лужки даже небольшие раздуло уже. Но вот тот вот зеленый берег высокий, это место, где поворот. Ну вот мы достигли этого самого перекрестка. Буквально несколько минут прошло. Поворачиваем. Где попутный ветер, я вас спрашиваю? Нифига, никакого. Ну ладно, тоже короче. Темп у меня средний уже 6:33. Но правда это включает остановку. Приближаемся к последнему чекпоинту. До него-то 4 километра. Но там, наверное, я даже не буду останавливаться, потому что там как бы делать-то нечего. Паш, как дела? Как дела? Как дела? Давай! Ну вот сейчас я прошел чекпоинт без остановки. Дедушка, который меня обогнал, остановился, там стоит сейчас. А впереди, если я не ошибаюсь, та самая двушка, с которой мы год назад тут бодались. Но они отдохнувшие, они меня обогнали. И, конечно, у меня сегодня шансов против них нет. Тем более они сейчас уже меня обгоняют метров на 300-400. Да и 500. It is. Definitely is. That could be the future. Good time? Ага. Quick water. Yes. Oh, yeah, okay. Oh, there's water in there. Is there water in it? Шапочки, коктейль, все здесь. Все, рассказывай, как дела. Рассказываю. Тот ветер, который был еще перед, ну, в общем, после, как он называется, после шлюза, вот, он мне очень из сил выдал. И у меня скорость очень сильно упала после этого. Вот. И вообще в морду винт был все время. Попутный ветер был минут 10. Да. Я специально поставил эксперимент. Вот идет прямо трасса, потом поворот где-то градусов на 100. Я В вижу. первой части ветер в лицо. Вопрос: куда будет ветер во второй части? Правильный ответ: таки в лицо. Лицо. Покажи ладошки. Все живы, нет? Ну вот одну натер здесь. Так, это проверка связи.
просто 11 минут. Ну, мы выезжаем на второй день. Если будет такой же вечер, как вчера, а нам сегодня двигаться только на запад, это будет Все, счастливо. Чуть не накернулся. Ага. Там дна нету с той стороны. А, да. Она уходит. Ну давай, счастливого пути. Стараюсь. That's okay, you're in the lead. Keep it there. Эх, всегда бы так греблось. Сделал на старт всех. Вот солнышко встает. Сейчас жить будет сразу веселей. Ну, может, не сразу, но и жарче. Потому как я оделся по-зимнему. Неопреновая рубашка теплая и поверх куртка от ветра. Темп 5:31. Ну, бывало и получше, конечно. Вчера в это время было 5:20. Сегодня 19 километров до шлюза. Это, в принципе, приятный график, потому что вся дистанция делится примерно, ну, на почти равные части. И отдых после третьей дистанции очень даже приятное дело. Там минут 10 будет по-любому. Значит, стартовал у нас я сегодня стартовал во второй волне. В первой должно было быть 3 лодки, но что-то 2 не пришли. А в нашей волне стартовало, я даже не посчитал, штук 5, наверное. Но я быстренько всех обогнал. Моя любимая синяя двушка отстала сразу, но они еще нагонят. У них долгий разгон. Они сначала медленно, потом жих и в горизонт. Под конец дистанции. Так, ну что, по итогам вчерашнего дня. Это вчера у меня ветер отнял очень много сил. И скорость снизилась. Но ветер, конечно, демонстрировал просто какие-то чудеса географии. Он был все время встречный, независимо от направления движения. Но уже на последнем участке, там где у меня батарейка в камере села, было минут 10 попутного ветра. И это было, конечно, хорошо. Хотя уже сил никаких не оставалось. Уже считал даже не километра, а сотни метров до финиша. Очень было холодно. После того, как я на чекпоинте утеплился, куртку надел, был ветер еще, холодный такой. Потом вроде успокоился немножко. Я уже думаю, надо снять эту куртку. Благо, что не снял. Я очень сильно замерз, кажется. Ну, на финише у нас тут принято встречать горячим супом. Он был очень кстати. О, здрасте. С добрым утром. Сказали, что 2 градуса, но нет, я думаю, что
Градусов 6 есть. Погода пока что хорошая. Ветра почти нет. Ну, тот, что есть, он, конечно, встречный. Он же южный. Мы же сейчас идем на север. Поэтому что? Он все равно встречный. Ну вот. Выговорился опять. Пока что. Ну вот, такие у нас пейзажи здесь. Есть такая большая заводь слева. Ну а погонки что? Прошел час. Вот уже почти 11 километров. Темп упал до 5:40. И дальше будет только хуже, потому что практически вся дистанция сегодня на запад, а ветер западный. В общем, будет тяжело сегодня. Но благо, что дистанция поменьше вчерашней. 67,7 километров. Здесь ходить в ворота. Устроили. Кто надеялся на судейский катер, он пошел справа. Но оказывается, что слева тоже можно увидеть по более короткой протоке. Потерял чуть-чуть. Но в итоге по левой прошел. И вот я вижу, что меня тут ходит желтый каяк. Не вижу я номер, извините. И идет он так шустренько. Так, ну что у нас тут? Сейчас у нас почти 13 уже километров. Темп упал до 5:45. Потому что на западных участках ветер. Впереди шлюз. Небольшой отдых. Вот. Что еще сказать? Обошла меня одна лодка. Вот в предыдущем эпизоде она была. Обошла очень быстро. Значит, 19 километров. Час 50 время. 8:45 утра. Ну что, в итоге темп у меня 5:48 на сегодняшнее утро. Здесь места и так мало, что катер за ним. Oh, good. Okay, good. Happy now. Is that for Keg? Keg doesn't need it, does he? Давайте, вытягивайте. So he might fight me for it. Слушай, Паш, я потеряла твои тапочки, я забыла их там. Но я туда сейчас съезжу, заберу, потому что я все равно не буду приезжать. Я принесла тебе кроссовки. Так. Так, 35 километров, а сейчас у нас 19. О, всего 15. Ну и вот и хорошо, через 1,5 часа. Все, давай, удачи, аккуратней, пожалуйста. Не забудь сожрать батончики, Паш.
Okay, see you again. Good luck. Ну вот, начался второй этап. Приятный встречный бриз. Куча соперников впереди. Мы сейчас вот пообщались с одним товарищем. Выяснилось, что несколько лодок сошло. К4 сошла, пара морских каяков и, по-моему, еще кто-то. I'm not sure. Ой, я боюсь. А мне вон туда. Вот так вот. Вот такие дела. Сейчас еще километр до конца этой безумной прямой. И у нас радостные события. Экватор гонки. Ха-ха-ха. Меня обошел вот этот вот мужчина в морском каяке «Мираж» за номером 222. Вот такая красота. Поворот, наконец-то долгожданный. А вот триггер уже скрылся за поворотом. Вот двушка сейчас уходит. И еще один дядька, который 222 меня обогнал на морском, тоже сейчас будет поворачивать. Здесь надо подальше от берега держаться, похоже, что там мель. Так, что все встали, никто не гребет. О, как хорошо, тихо стало. Двушка стала, морской стал. Ну что, пойдем на повороте. 37. Дистанция, экватор дистанции пройден уже. Закончился участок с ветром. Смотрите, такой чудесный поворот. Шикарный. Пропустила 4 позиции. Outrigger, двойка морская, однушка морская и еще товарищ, который идет эстафету. Вот впереди меня маячит.
стоит. Блин, они эти вон триггеры все заняли. Ну, Ничего, так размять. может тебя отколоться и прицепиться обратно? Назад теперь есть место, куда отъехать. Хочешь? Все, давай, счастливого пути. Увидимся теперь на финише, видимо. Ох, 10 километров ада. Но зато вот цапелька есть. А какая красивая. А вот какая красивая. Сейчас было 4 километра от ада. Вот. И во время этих 4 километров двушка меня все-таки обошла. Хотя я и выиграл у них на чекпоинтах. И вот сейчас она, наверное, метров 500 имеет преимущество. Я, конечно, в нормальных условиях быстрее их, но вот против ветра очень все плохо. Но хорошая новость то, что сейчас, по идее, должен ветер быть, ну, по крайней мере, послабже, потому что поворачиваем мы сейчас на, как его, на северо-запад, а ветер юго-западный примерно где-то так. Ну, навряд ли, конечно, 500 метров у них отыграю. Уже финиш близко, вот паром. И через метров 200 после него уже финиш. Машина уже заезжает. Еще успеваем. Чем все погрузились. Уже сладко едут. Отлично. Проехал. Ну и вот, собственно, финиш разблизётненько. Темп получился 6:52 за эти 3 этапа. В общем-то, конечно, очень медленно. Но погода была жуткая. Вот он, триггер на берегу стоит. Ускорился. Молодец! Еще скорость проверим. Как раз здесь штиль. Сейчас минут 5 здесь повешу.
Вот, а вот здесь поближе к берегу течение есть, как ни странно. О, прям текуха. Ну ладно, все, это. 215, come on down. 228. Откачивать воду, Паш. 228 on water. Паша, скажи что-нибудь Я уже сказал. на камеру. А, что сказать? Уходим в темноту. Очень хотим, чтобы хотя бы не последнее место занялось. Паша, иди, пожалуйста, уже 1 минута осталась. Пашунь. Пашенька, все в порядке? Да. Почему ты не идешь? А смысл? Ты будешь от берега стартовать? Конечно. Окей. На самом деле уже шейп видно, видишь вот это? Единственное, что не видно, куда плыть. Окей. Good luck.
Привет, видео. Привет. Говори. Ты пришел каким? Да. Осталось 40 километров, 41 километр. Только уже... Я ненавижу греблю. Да. Это гадость. Фу. Что, бросаешь сразу после? Сейчас, через 41 километр брошу. Хорошо. Не снимайте меня. And if I can do a 5:04 today, I get. Зато вы все замерзли, а они разогрелись. Ну, на рельсах они, знаешь, на двух. Как-то, наверное, трудно им. Keep pedaling. Keep paddling, Dave. Тебя уносит, вот здесь веревка натянута, вот сюда надо. В штырек не ударься. Mr. Aussie, how you going? Oh no, you're a Frenchie. I asked you to get out if you need to. Пока. Yeah, that's good. I'll be getting better as the days go on. Nothing good in those. Good job, mate. Not yet. Well Not done. yet. You only got 12 Ks to go. Remember last year you broke your radar. Ты будешь выходить? На секунду. Ага. Чай? Есть? Да. Быстро? Да. О, двушка. Остановлюсь. Да. У них тут став, им она не останавливается, да. Все, давай, счастливо, Паш. Стой, one second. Все, оторвался. What's your husband's name? Павел. Pavel. Павел. Come on, Liam. I know you've carried this team. Thank you. Well done. Well done, Pablo. Good job, Liam. Hold on, guys. Good job, mate. Well done. Паш, повернись сюда, тебя фотографируют. Thank you. You want to give me your pen? You want to use it? Are you okay? I just need a minute. Take as long as you like, mate.
double and a half. Oh, I think it's double. Yeah, that's Пашка, привет. Ну и там веревка справа натягивается, видишь, он по веревке. Трос. Трос. Когда вот он, этот паром пришвартован, машинки с него уже выехали, и уже новые заехали, а ты в это время на лодке приближаешься, думаешь, сейчас как он дыщ, и ты на этом тросе зависнешь, и тебя переедут. Классно. Слушай, а страшно с этим тросом-то? Шо?